Это канал «Знания для жизни», и сегодня мы будем говорить действительно о важных вещах, о проектах фонда «Страна для жизни». Будем говорить о поддержке политзаключенных. И как это работает, что это и для чего это нужно, расскажет нам Ольга Зазулинская. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте сразу договоримся, что мы на «ты», мы знакомы давным-давно. Итак, Оля, давай начнем по порядку. Проектов очень много разных. Помощь политзаключенным. Это что-то обособленное от всей деятельности фонда? Это конкретно направленное на политзаключенных? Как это работает вообще? Ну, это конкретный проект фонда. Да? То есть фонд работает по нескольким проектам. Один из этих проектов – это помощь политзаключенным. В чем заключается помощь? Ну, это и материальная помощь семьям политзаключенных, и помощь, информационная поддержка тех людей, которые хотят оказывать помощь по передаче для самих политзаключенных. Давай начнем по порядку. Информационная поддержка тех людей, которые хотят оказывать помощь. Да, что ты имеешь в виду, когда ты говоришь? Это люди внутри страны, это волонтеры, они проявляют инициативу, они хотят помогать семьям, немножко разгружать их, да, и передавать передачи в СИЗО. То есть и изыскивают для этого возможностей в плане привлечения каких-то ресурсов внутри страны. Мы лишь помогаем информационно. То есть мы размещаем эту информацию на наших доступных ресурсах, где-то в наших социальных сетях, где-то какую-то рассылочку делаем. То есть мы помогаем им, чтобы у них все получилось. Хорошо, то есть если я нахожусь в Беларуси и хочу как-то помочь политзаключенным, мне куда писать? Как правило, мы даем такую публикацию, что нужна помощь. Где эта публикация? Вот вопрос. Вот смотри, в телеграм-каналах. Давай все будем называть сразу, потому что вот я человек, который хочет, я знаю, что есть политзаключенные, их сотни, в целом их тысячи, и я хочу помочь либо и семье политзаключенных, либо самим политзаключенным передать передачу, например, какие-то продукты. Что мне нужно сделать, какие шаги? Мы в основном выпускаем, основная публикация идет на наших телеграм-каналах, это телеграм-канал фонда «Страна для жизни» и телеграм-канал «Страна для жизни», то есть основной. Потом из этих каналов эти публикации перепощиваются в региональные чаты, то есть в региональные группы и так далее по цепочке. Всегда есть ссылка, куда человек может обратиться. Как правило, вся эта информация стекается ко мне, а я уже распределяю, то есть я перенаправляю. Ну, то есть если я живу, например, где-нибудь в Мяделе, как вспомнил-то, да, и хочу кому-то помочь, ты мне пишу, и от тебя приходит информация, что я могу сделать. Как вы можете сделать, да. Хорошо. А как работает схема помочь материально семьям политзаключенных? Что вот я, если скажу, у меня есть деньги, хочу помочь тем, у кого там, не знаю, кормилец семьи, там, супруг или супруга находится сейчас в СИЗО, там, в тюрьме и так далее. Если мы рассматриваем эту помощь с точки зрения фонда и работы фонда, то правильно это... Эти средства должны поступить на фонд, то есть человек должен задонатить на фонд, а фонд перераспределяет равномерно между теми семьями, которые находятся под нашей опекой. На сегодняшний день у нас 40 семей, то есть 40 семей от нас получают помощь. Сколько в месяц, я так понимаю, это 40 семей, которые ежемесячно? Ежемесячно это регулярная помощь, она не единоразовая. Хорошо, и сколько, какая сумма в месяц уходит на помощь семьям? Около 300 евро. Одной семье? Одной семье. Вам удается в месяц закрыть все 40 семей? Мы стараемся привлекать на это средства. То есть тут нужно понимать, что фонд – это не банк. Для того, чтобы нам помочь кому-то, мы должны привлечь под это средства. Мы просим у донатов, то есть мы обращаемся с запросом, нам донатят эти средства, и мы распределяем между теми заявками, которые у нас есть. А для тех, кто в чем-то сомневается, я сам специально пересматриваю отчеты вашего фонда. Да, еженедельно. Они есть, они в открытом доступе, есть, да. можно посмотреть. Хорошо. Значит, если материально, значит, я обращаюсь в фонд, и там мне подсказывают, что мне делать. Да, я еще сделаю уточнение для людей, которые хотят обратиться, чтобы это не работало как сарафанное радио, и не писали каких-то личных сообщений, и не передавали через кого-то. У нас есть сайт, на сайте есть программа, то есть проект «Помощь политзаключенных». Вы проходите, кликаете на эту вкладочку, и справа есть окошечко «Оформить заявку». Оформили заявку, мы получили, и мы обрабатываем ваш запрос. И это все должно работать именно так.
Потому что сообщения теряются. То есть давайте работать... Ссылка на сайт будет в описании. Прям первой строчкой. Да? Да. Хорошо. С материальной штукой разобрались. Как еще вот работает этот проект помощи политзаключенным? В чем он заключается, кроме того, что можно помочь финансово? Я так понимаю, собираются какие-то передачи. Да. Как это происходит? Люди, которые хотят помочь, я уже проговаривала, их перенаправляют ко мне, то есть я имею прямую связь, мы с ними проговариваем, какая помощь для них доступна, потому что у всех разные возможности абсолютно. Поэтому если человек, образно говоря, хочет купить пакет пряников, он идет в магазин, покупает пакет пряников и передает волонтеру, который территориально находится наиболее там, рядышком, близко где-то живет. Все, хорошо, и так собирается какой-то пакет продуктов? Да, собирается какой-то определенный набор, есть продукты, которые можно передавать в СИЗО, мы формируем из этого передачи не одному, а нескольким заключенным, то есть в зависимости от того, сколько продуктов мы собрали, и передаем. Можно вскрывать какие-то вещи, как это происходит? Потому что вот есть волонтер, он все собрал, потом, значит, сформированы эти передачи. И я слышал о том, что только родственники могут передавать передачи, или это что-то... это, скажем, такие моменты, которые уже регламентируются именно внутренними правилами СИЗО. Да? Нет, могут и волонтеры передавать. Окей, вы их направляете и передаете. У нас, к сожалению, на сегодняшний день получается так, что некоторые заключенные находятся не рядом с тем местом, где есть его близкие. И поэтому, собственно, только возникла вот эта потребность привлечения волонтеров для того, чтобы каждый заключенный получил передачу. Вот, это дело понятно, потому что, грубо говоря, если человек задержан в Гродно, а сидит в Жодино, там мало ли как может быть, то есть ездить туда родственникам немножко бессмысленно. Это и материальные затраты большие для семьи. Да. А если это был отец из многодетной семьи, то, естественно, сейчас все затраты лежат только на маме и маленькие дети, поэтому вот мы на себя забираем эту функцию помощи им. Так, хорошо, эта схема понятна. Вот вообще можно как-то убедиться в том, что... Сейчас вопрос не к работе фонда, вопрос к тому, как работает СИЗО. Вот принес волонтер передачу. Есть ли какие-то подтверждения, может быть, потом те, кто вот сейчас находится там в СИЗО за решеткой, сообщают через адвокатов, через письма, что да, получил передачу, или это ты отдаешь вот на входе этим людям, которые там охраняют, грубо говоря, не тех, кого надо? Вот, ты отдаешь эту передачу, как там есть вероятность, что она попадет в нужные руки? Или они ее сожрут у себя в коптерке, на вахте, там, не знаю где? Может быть, все что угодно, да? У нас часто приходят сообщения о том, что к людям не доходят передачи. Мы уже поступаем, то есть мы имеем такой отклик от близких. Работает это ровно следующим образом. Есть передача, человек пришел, то есть волонтер пришел, заполнил определенный бланк, у него приняли, просмотрели, что там все дозволенное, то, что можно передавать, и все, и передача пошла дальше. Поскольку мы находимся на связи с близкими, то есть я всегда контактирую, я всегда переспрашиваю. То есть проходит какое-то время, мы даем время на то, чтобы заключенный написал домой письмо, и мы просим спрашивать, получил ли он нашу передачу. То есть, и таким образом мы узнаем, что она, да, поступила адресату. Хорошо, давай, если не секрет, это важно понимать, как это, вот, что вообще творится во всех этих местах лишения свободы, как они называются. По результатам из 10 передач сколько доходит? 8 доходит точно. 8 доходит? Да. А это очень неплохой процент, я тебе скажу, учитывая нынешние условия. Смотри, мы сейчас говорили о том, как помочь, как попросить помощь. Есть какая-то семья, кто-то там задержан, сидит, понятно, по сфабрикованным этим всем делам, за ленточку на рюкзаке или за все что угодно. Вот нужна помощь, материальная, с передачами и так далее. Что делать? Что делать? Нужно включить компьютер, загуглить помощь политзаключенным, сразу выскочит несколько, там, допустим, если это несколько организаций. Может, давай говорить сразу конкретно, фонд «Страна для жизни»? Мы будем где-то вверху, в первой строчке, человек проходит на наш сайт и заполняет заявку. Есть заявка? Конечно. То есть сколько времени нужно на подтверждение, на аппрув, так сказать? Максимум неделя. Это максимум. Это если вдруг недостаточно каких-то документов.
В общем, друзья, если вы хотите помочь политзаключенным и если ваша семья нуждается в помощи, учитывая, что кто-то из семьи сейчас репрессирован, вы знаете, куда отправиться, фонд «Страна для жизни», заходите, там все четко, понятно, удобно, и вы точно теперь знаете человека, который отвечает за это. А это важно. Оля, я сказал, что ты ответственный человек, поэтому если тебе есть что еще сказать, добавить, вдруг я о чем-то не спросил. Мне-то понятно, но вот если что-то еще нужно знать, вот, пожалуйста, прямо сейчас. Если у людей есть вопросы по работе фонда, по работе проекта, в первую очередь я отвечаю именно за этот проект, вы оставляйте, пожалуйста, свои вопросы в комментариях под видео. Если соберется достаточное количество вопросов, и мы увидим действительно, что вас волнуют какие-то темы, или на что-то мы о чем-то не поговорили, и что-то для вас остается по-прежнему там неизвестно, таинственным. недосказанным, оставляйте, пожалуйста, ваши комментарии, ваши вопросы, и мы в любом формате готовы с вами общаться. Это будет, возможно, видеоролик на основании тех вопросов, которые вы оставите, а возможно и прямой эфир. То есть любая форма общения, мы за обратную связь. И сейчас еще раз напомним о том, что внизу под видео есть все ссылки, куда вам стоит написать, обратиться, подписаться и поинтересоваться. Ну и, конечно, на этот канал тоже нужно подписаться, поставить лайк, колокольчик, поделиться видео, потому что вы это увидели, но многие те, кто нуждается в помощи, могут не знать. Делитесь этими видео.